Всем привет! Вы наверняка знали, что зебры давно стали символом черного континента. Они словно живописные картины, наполняющие жаркую африканскую саванну яркими полосами и загадочной привлекательностью. Но что делает их настолько захватывающими? Это их уникальная расцветка, первобытная грация или неповторимая красота. Они излучают свободолюбие, всегда готовы помочь сородичам в беде и сражаются за свою жизнь с хищниками, проявляя исключительное мужество. История начинается с древнего зверя Плеогиппуса, который является предком лошадей. Интересно, что он изначально обитал на американском континенте и только 2,5 миллиона лет назад начал исследовать новые территории. Зебры же, как близкие родственники лошадей, принадлежат к древнему роду животных. Во время массовой миграции плеогиппусы постепенно распространялись по всему северному полушарию планеты, большинство направляясь на север, заселяя Евразийский материк, в то время как некоторые особи решили остаться в Африке, положив начало линии современных зебр. Это захватывающее путешествие привело к формированию потрясающих и удивительных животных, которых мы сегодня называем зебрами. Взгляните на этих изящных созданий. Зебры, несмотря на скромные размеры, их тело обычно не превышает 2 метров в длину, а взрослая особь весит около 320 килограммов. Поражают своей изящной структурой. У них короткие, но сильные конечности, с превосходно развитыми копытами. Интересно, что у самцов есть особые клыки, помогающие им защищать стадо от хищников. Смотрите на их короткую, но жесткую гриву и эти уникальные полосы, простирающиеся от головы до хвоста. Зебры не только прекрасны, но и быстры. Они способны развивать скорость до 75 км в час. Их стратегия – убегать от опасности, метаясь зигзагами, делает их почти недостижимыми для хищников. Помимо слабого зрения, зебры компенсируют это отлично развитым обонянием. Они ощущают угрозу на большом расстоянии и предупреждают остальное стадо. Их способность общаться поражает. Они издают звуки, напоминающие лай собаки, ржание лошади или крик ослика. А как насчет их уникального окраса? Черные вертикальные и горизонтальные полосы на теле зебр вызывают интерес у ученых. Он может служить защитой от разных видов мух и обеспечивать маскировку от хищников. И самое удивительное, каждая зебра уникальна. Узор из темных полос на их теле индивидуален для каждой особи. И даже детеныши могут узнать свою мать по этому узору. Эти изумительные особенности делают зебр великолепными и удивительными созданиями. Зебры – это не только любопытные существа, но и обладают удивительными особенностями. Они часто образуют многочисленные группы, где каждый самец окружен своим собственным гаремом, несколькими самками и их потомством. Эти храбрые самцы отважно защищают свои семьи от любых угроз. И неудивительно, что табуны этих животных могут насчитывать до полусотни особей, а встречаются и более крупные группы. Каждая семья в табуне следует определенным иерархическим правилам. Когда они отдыхают, несколько зебр выступают в роли охраны, выполняя функцию часовых. В своих естественных условиях обитания зебры живут примерно 25 лет. На нашей планете существует всего 3 вида зебр. Бурчелова зебра. Этот вид является наиболее распространенным. Назван в честь английского ботаника Бурчелла. Уникальность рисунка на их теле заключается в его изменчивости в зависимости от условий обитания. Зебра Грейви названа в честь французского президента и представляет самый крупный вид из семейства лошадиных. Горная зебра. Этот вид отличается черным окрасом с белыми узкими полосами, которые доходят до копыт. Подвид бурчеловой зебры квагга считается вымершим. Этот вид ранее обитал в Южной Африке. Бурчеловые саванные зебры – обитатели Юго-Восточной Африки. Они предпочитают саванны на востоке и юге континента, включая Судан и Эфиопию. Зебры Грейви встречаются в субэкваториальной зоне восточной части Африки, в Кении, Уганде, Эфиопии и Сомали, включая Меру,
А горные зебры обитают на высотах до 2000 метров в ЮАР и Намибии. Интересно, что зебры, как взрослые, так и детеныши, обожают принимать пыльные ванны. Этот способ купания помогает им избавиться от назойливых паразитов. В борьбе с этими паразитами им помогают птицы. Зебры умело дружат с небольшими птицами, известными как бычьи дятлы. Эти птицы, катаясь на зебрах, используют свой клюв для извлечения вредных насекомых из шерсти животных. Зебры живут в мире с другими животными саванны, такими как буйволы, антилопы, газели, жирафы и страусы, и мирно пасутся на просторах. Зебры – непарнокопытные животные, питание которых состоит из растительной пищи. Они предпочитают зеленую, но короткую траву, растущую низко к земле. В зависимости от вида и условий обитания их рацион питания может варьироваться. Например, пустынные зебры едят более жесткую растительность, а горные – разнотравье, покрывающие склоны гор. Важно отметить, что для зебр важна влага. Они проводят большую часть своего времени на естественном выпасе в поисках пищи. Когда зебры отправляются на водопой, это как сцена напряженного действия. Их окружают не только преследователи на суше, но и крокодилы, что подстерегают их в воде. Малыши, увы, становятся добычей для гиен, и до года многие из них становятся жертвами хищников или заболевают. К тому времени, как они достигают годичного возраста, только половина детенышей доходит до зрелости. Зебры – настоящие мастера обороны. Их уникальный окрас служит своеобразной броней против хищников. Они преуспели в стремительном беге и маневренности, делая себя малопригодными для природных врагов. Если нужно защитить своих потомков, зебра проявляет воинственность, вставая на дыбы и демонстрируя ярость, защищаясь от разных хищников. Несколько лет назад зебры доминировали на африканских просторах, не угрожая своим популяциям, вне зависимости от вида. Но сейчас их численность резко сократилась. Различные факторы, негативно влияющие на их жизнедеятельность, привели к этому. Например, численность горных зебр Хартмана упала до 15 тысяч особей. Капская горная зебра находится под охраной, поскольку численность ее популяции сильно сократилась. В мире зебр начало весны и лета означает не только рассвет природы, но и начало потрясающего процесса размножения. Что же происходит? Самки, готовые к беременности, начинают показывать свою готовность к размножению, расставляя задние конечности и отводя хвосты. Они вынашивают свое потомство около года, и иногда это время может совпадать с моментом их зачатия. Ученые отмечают, что через неделю после родов самка может снова забеременеть, но новый потомок появляется лишь через год. Обычно на свет появляется только один малыш, весом приблизительно 30 кг и ростом до 80 см. За несколько минут после рождения он уже стоит на ногах, готовый следовать за матерью. Через несколько недель малыш начинает пробовать растительную пищу. Самцы становятся готовыми к размножению в 3-летнем возрасте, а самки – к 2 годам. Они способны размножаться до 18 лет, независимо от вида. Мать кормит своего малыша молоком целый год, когда они находятся в отдельном табуне. Молоко самки имеет специальный состав, обеспечивающий правильное развитие и рост жеребенка. Его уникальный кремово-розовый цвет свидетельствует о его богатом питательном составе. До 3 лет молодые зебры остаются в особой группе, что помогает им быть защищенными от хищников. Когда они достигают года, самцы изгоняются из стада и формируют свои собственные группы. Прощание всегда тяжело, но встреча с вами была невероятной. Спасибо вам за внимание к моему рассказу о мире удивительных зебр. Надеюсь, вы узнали что-то новое и интересное о жизни этих удивительных созданий. Не забудьте поделиться своими мыслями в комментариях ниже. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые увлекательные истории об удивительной животной жизни. Берегите природу и до скорой встречи в следующем видео.